Девочки, мы приехали. Боже мой, а вставать-то нам где? Все занято. Вот это я поспала. Вот это я выспалась. Вообще огонь. Всем доброе утро, девочки. Время у нас 4 утра. И мы отправляемся на ярмарку. Поехали. Сегодня у нас достаточно тяжелый день, потому что сейчас едем на ярмарку. Ехать нам в районе 150 километров, поэтому я надеюсь, что мы приедем как раз часам к 7 туда, потому что в прошлом году мы приехали в 8. Было уже поздно, все были заняты места, поэтому сегодня выезжаем пораньше. И мероприятие у нас продлится там до поздней ночи. Но я думаю, что часов до 10, до 10:30 мы там будем. Позже уже нет смысла. Потом уже отправимся домой. Ну, я надеюсь, по крайней мере, что погода нас будет радовать и не разгонит ни дождь, ни ветер, ни еще какие-либо погодные неприятные условия. Сегодня у нас 18 мая. Отправляемся мы в Ивановку на Сиреневую ночь. Это дом-музей Рахманинова. Мы ездим туда каждый год. Я вам постоянно показываю эти ролики, где очень много сирени, где прекрасная, красивая усадьба, классическая музыка. В общем, там шикарное мероприятие, которое знают много людей. И приезжает туда, конечно же, очень много туристов, даже с разных городов. Поэтому сегодня мы работаем именно там. Я уже проснулась, сейчас отправлюсь немножечко завтракать, приведу себя в порядок, соберу сумку, потому что я еще вчера ничего не собрала. Почему? Потому что допоздна делала игрушку, я вам сейчас покажу как раз, что это за игрушка. До 12:30 я занималась, в общем, довязывала игрушку. Поспала совсем немного, там 3 часа, получается, да? Сколько я поспала? 4. Получается, 3,5 часа, наверное, я поспала, но чувствую себя бодрой. Поэтому сейчас завтракаем, все собираемся и отправляемся за мамой. Так, пока я завтракаю, потому что без завтрака у нас никуда, да? Чашечка кофе у меня, здесь сливочный сыр. Пока я завтракаю, вам расскажу. Долго мы думали, что нам как лучше, ехать мне одной или вместе с мамой, потому что погода не радует. И, по идее, у нас достаточно холодно. Вы видите, я вот в теплом шоте, у меня там везде обогреватели включены. Может быть, на заднем фоне вам немножечко шумело, вы слышали. Поэтому аквагрим не факт, что будет вообще кто-то рисовать, ну, потому что слишком холодно. И еще может быть дождь. Поэтому сначала думала, что поеду одна. Но вот представляете, я сейчас приеду туда, а там будет тепло. И будет очень обидно, если я не возьму аквагрим с собой. Ну и, соответственно, мама тоже останется дома. Поэтому решили, что поедем вместе. Ну, как будет, так и будет. Вот, поэтому как-то так. Сейчас хотя бы более-менее. Было совсем прям холодно. Вчера было 18 градусов. Поэтому, может быть, все еще и разойдется. Я вчера боялась, что я не успею доделать игрушку, потому что она достаточно такая максимально большая, тяжелая, на каркасе. И с одной стороны хотелось доделать, ну, потому что все-таки мероприятие большое, и там часто покупают что-то дорогое, хорошее, потому что туристов много. С другой стороны, сейчас не доделаешь, бросишь все это, может быть, именно эту игрушку там и купят. Поэтому я вчера прям вот максимально, у меня все из рук падало, но все равно пыталась все-таки эту лягуху этого доделать. Я вам сейчас его буду показывать, мы сейчас будем собираться с вами, все в пакет там сложу и как раз его покажу. Так, ну что, пора нам собирать с вами сумку, что мы с собой берем. Ну, во-первых, это игрушку мою единственную готовую, потому что неделя выдалась очень тяжелая. Вот так вот она выглядит. Вот мой лягух, полностью на каркасе. Ручки-ножки поворачиваются, все шевелится. Вот такой милаха. Вот. Поэтому лягуха беру. И еще мне к нему нужно найти цветок.
А я не помню, где у меня тюльпаны. Вот, не успела я ему связать. Я ему хотела ромашку связать красивую. Или астру, ну что-нибудь такое. Вообще ромашку больше к нему подошла бы. Но не успела, поэтому те, кто участвует со мной в марафоне, те, кто смотрит, я надеюсь, вы меня все простите. То, что у меня эта игрушка была заявлена, игрушка с цветком. И, по идее, он должен быть вязаный. Но так как я не успеваю, я возьму с собой сейчас тюльпан, если найду. А если он не продастся, то тогда приеду и уже ему свяжу. Ну, если продастся, то продастся. Немножко так, с 4. Так, все, отправляюсь собираться. Что я беру с собой? Ну, во-первых, это тюльпан. Конечно же, для моего лягуха. Успешно прошли мои поиски, нашла быстро. Дальше, с собой блокнот, конечно же, для ярмарки. И взяла с собой налички. Сейчас. Вот, на сдачу. 3500, я думаю, что хватит. Вот. Но там со связью проблемы, поэтому, скорее всего, будут все с наличкой. Но я думаю, что 3,5 мне хватит. Чехол мой дорожный. Я всегда с ним отправляюсь на любые путешествия, на дальние, потому что кладу туда вот книжечку. И беру с собой портфель учителя Хироми Каваками. Вот. Она тоненькая, я думаю, что мне ее хватит. Я вот сейчас на 67-й странице, тут 220. Ну, я думаю, что достаточно. Не буду больше брать. В крайнем случае, в телефоне у меня очень много книжек. Поэтому это мы отправляем сюда. Вот так. Если вы не знаете, что мне здесь написано, это не траура, не похорон. Ли Бардуга, 6 воронов. Обожаю эту серию. Так что... Все, закрываем наш чехол и отправляем в дорожную сумку. Все, готово. Взяла еще теплый плед, на всякий случай, вдруг будет холодно, можно будет просто накрыться. Блочок, все остальные игрушки у меня у мамы, столы, другое оборудование у меня все всегда загружено в машине, поэтому я его даже не достаю. Потом сейчас поедем за мамой, остальное заберем, все игрушки. Вот. И взяла еще бейсболку. Вообще собираюсь ехать в Панаме, но если вдруг мне холодно будет или еще что-то, чтобы можно было... На Панаму капюшон не оденешь, поэтому возьму с собой еще бейсболку. Все, сумка готова. У меня тоже это шопер такой эксклюзивный по лисам. Это лисья нора. И у меня вороны. Команда, поэтому я с ним всегда езжу в Москву, обожаю его, вот этот шопер, потому что он прям по книжной вселенной тоже одной из моих любимых. Какую еду я с собой не беру, потому что, ну, во-первых, там достаточно много фудкорта, различные шашлыки, какие-то пирожки и так далее, там все это есть, поэтому в любой момент можно это все сходить, купить, покушать, и плюс еще там рядом деревня, в которой есть сельский магазин, мы в прошлом году ходили, покупали там и мороженое, и что-то там, какие-то напитки, холодный чай, сок и так далее. Поэтому ничего с собой не берем. Я думаю, что мы с этим обойдемся. Так, ну что, я готова. Мы уже выезжаем. Сейчас едем за мамой и отправляемся уже в путь. Решила я в этот раз одеть обычные джинсы. Я вам еще покажу. Вот, обычные джинсы. Потому что я в прошлый раз там намучилась в комбинезоне, там и в туалет тяжело заходить в нем, а там огромнейшие очереди, там как бы вообще не вариант. И подумала, что вдруг жарко будет сверху, кофту можно снять, а комбинезон уже не снимешь, поэтому решила, что поеду так. Так, осталось мне взять еще теплую куртку, потому что вдруг, на всякий случай, там будет холодно. Скорее всего, и будет уже вечером. Вот, и, в принципе, все готово. Представляете, всю дорогу ехали, погода нормальная была, приехали, а здесь дождь идет.
И уже все места, я не знаю, с вчерашнего дня, наверное, занимают. Приехали 6:30 утра, и уже почти все занято. Ну, мы нашли там местечко. Но вообще, конечно, не знаю. Обещали солнышко весь день, без дождя, а он поливает. Так, всем доброе утро еще раз. Мы уже тут давно заняли свои места. Хорошо приехали пораньше, потому что потом вот все остальные доехали, и тут вот в самом заду уже встали, потому что я не знаю во сколько. Вот друзья мои вообще в 4 утра выезжали сюда, приехали там 5:30. Вот, поэтому это, конечно, жестоко. А погода нас сегодня не радует. Вот время сейчас 10 утра уже. Мы с 7 до 10 сидели в машине, потому что идет дождь постоянно. А палатки у нас нет, к сожалению. Надо все-таки, наверное, приобрести, потому что все это как-то не фонтан. И земля мокрая, здесь трава, как вы видите, тут асфальта нет. И у меня вот тряпочные кроссовочки, я думаю, что я сейчас тут все промокну. Сейчас вот более-менее дождь прекратился, и мы наконец-то вышли. Сейчас я вам покажу, где мы стоим. А тут еще тоже мои друзья рядышком со мной, они мне соорудили замечательную штуку. Вот так. В общем, я, получается, тоже в их такой шатер импровизированный попала. Вот, они натянули целлофан от палатки до зонта. Вот. И теперь у нас все типа под крышей. Вот. Так что теперь у нас крыша есть. Ну хотя бы так, потому что мы уже домой собрались. Потому что дождь идет и идет, а смысл даже игрушки не выложишь. Поэтому вот так все это выглядит. Здесь поле, там будет дальше усадьба. Мы сейчас туда сходим. А здесь фудкорт и разные ремесленники. Так что начало здесь в 1 или в 2 часа дня. Поэтому пока что от самого утра здесь одни мы. И, если честно, уже и кушать хочет. Сейчас пойдем, наверное, что-нибудь перекусим. И потом вечерком шашлычок поедим. Но я надеюсь, что народ сегодня будет, потому что в такую погоду, потому что у людей все-таки экскурсии, они покупали там с разных городов, они приезжают на автобусах, то есть вряд ли, я уж думаю, что они не приедут. Вопрос, будут ли они здесь ходить по дождю, это другое. Может быть, где-то там в музее будут сидеть и все. Поэтому пока не раскладываемся, смысла нет. Я, как сказала, начало еще не скоро, поэтому пусть стоит пока. Приехали рано, уже проголодались, решили закусить. Приятного аппетита. Не цветут еще, я не знаю. Вот качельки. И идем дальше. Пока еще людей нет, не приехали туристы. Я вам сейчас все это покажу. Потому что потом будет, во-первых, людей много, а во-вторых, отходить будет некогда. Вот такая красота. А тишина, а воздух какой свежий. Но здесь вот территория очень большая. И так все ухожено. Это просто вот сказка какая-то, девочки. Кто ни разу не был и кто не очень сильно далеко живет, найдите в своем городе туристические какие-то вот эти мероприятия, и наверняка на Сиреневую ночь вы найдете сюда автобус. Это очень красиво. Вот понимаете, здесь можно целый день вот ходить, бродить по этим аллейкам, и получите такое наслаждение, и моральное, и физическое, свежим воздухом подышите, действительно свежим. Вот давайте вам еще тут покажу. А сейчас мы спускаемся к речке. И сейчас я вам покажу. Вот здесь уже мостик. Дальше она уже высохла. А вот сюда еще затекает такой заливчик. Сама река туда дальше будет. Сейчас пойдем. Вон там по дорожке внизу. Нет, не внизу, по верхней пойдем. Мне там очень нравится дорожка. А здесь вот до мостика доходит, еще немножечко вот здесь разливается, и
И все. И дальше уже она не затекает. То есть это такой, как, ну, просто запруда какая-то. Заливчик такой небольшой. Вот. На ту сторону, если мы вот здесь перейдем, тут как раз начало вот этой длинной аллеи, это все относится вот к этой усадьбе Рахманинова. Вот видите, дальше уже там нет воды. Вот, а здесь речечка. Вот здесь сцена. Раньше здесь, помню, проходили фаер-шоу, еще что-то. И вот отсюда можно было сидеть и смотреть. Вот там еще они вроде как ступеньки, но обычно все на них сидели, на травке сидели. Вот, это вечером было. Не знаю, как сегодня, какая там программа. Мы обычно на такую программу не попадаем, потому что мы работаем. А вот перед тем, как работать, мы тут часто... Вот можно туда к реке пройти по низу, но мы сейчас пойдем по верху, потому что там очень красивая аллейка. Но в этом году, конечно, не так красиво, потому что все вот это цветение, весь рост деревьев замедлился в связи вот с такой холодной погодой. Ой, вот посмотрите, какая красота. Что это будет, я не знаю. Так, там какие-то звуки слышны, репетиции, наверное, на сцене. Мы сейчас к реке спустимся и потом выйдем. Вот там выйдем на как раз к сцене. Вот. Так, конечно, здесь для туристов все продумано, все сделано так здорово. А мало того, что красиво, в прошлом году вот там на той стороне, вот если перейти по мостику, или вот где я вам сначала показывала, большая аллея, и туда выход, там построили очень классную гостиницу, где можно приехать, например, там на несколько дней. Например, вот смотрите, еще стол какой деревянный. Можно тут посидеть. Обычно вот тут все рассаживаются. Вот именно не там к центру ближе, а вот сюда ближе к реке. Вот здесь на травке всегда очень много людей. Так, про что? И про гостиницу. Значит, гостиница. Здесь сейчас сиреневая ночь, а неделю назад был сиреневый вечер. Поэтому некоторые приезжают на неделю. То есть приезжают на сиреневый вечер, остаются здесь, в гостинице, живут, гуляют каждый день. Так, ну и вышли мы сюда же, откуда зашли. То есть мы обошли вот так кругом. Но это, конечно, не весь парк мы обошли. Еще вот туда дорога идет. Дальняя дорога, там тоже интересно. Но мы туда не пойдем. Вот, пойду сейчас посмотрю. Вроде дождик кончился. Посмотрю, что там девчонки с крышей над столом сделали. Возьму свой столик с аквагримом сюда, притащу, наверное. Вот, поставлю уже. А может, попозже, не знаю пока. И будем, наверное, раскладываться. В общем, туристы идут с той стороны. Мы стоим, где фудкорт. То есть вот эти палатки с едой и потом наш стол. Но здесь есть еще другой заход. То есть если вот отсюда идут, с этой стороны, не кушать, а именно что-то прикупить, то вот по этой дорожке вот туда заходят. Видите, специально все отгородили для торгующих. Раньше все по этой аллейке мы стояли. Так классно было вообще. Что ж, наконец-то мы расставились. Вот так все выглядит. Давайте поближе вам покажу. Погода вроде разветривается, даже немножко солнышко выглянуло, поэтому надеюсь, что сегодня все будет отлично. Игрушек не так много, но в принципе на 2 стола хватило. Вот здесь у нас новиночки, вот такие брелочки в виде каках, такие вот лягушечки, уточки. Вот.
эти мне нравятся, как воздушные шарики. И сами брелочки уже наши вязаные. Что вот так все выглядит. Людей уже много приехало. Вот смотрите по аллейке. Там около кассы много людей. Все оттуда идут. Здесь в домик очередь уже выстраивается. Не могу выйти на стоянку, потому что я тут одна отойти не могу. Вот. Люди приезжают. Сейчас они будут гулять, ходить на экскурсию, смотреть концерт. А потом, перед тем, как ехать домой, пойдут вот в ту сторону фудкорта и в сторону сувениров. Покупать с собой домой сувенирчики. Что, девочки, я тут утеплилась, потому что достаточно холодно. Время у нас 5 часов вечера. Весь день прошел практически. А почему не подключалась? Потому что, по идее, сказать-то мне вам особо нечего. Потому что народу у нас здесь не так уж много. Вся основная тусовка, это вот где сама усадьба находится, они смотрят концерт, они идут в музей. Но могу сказать, что по сравнению с прошлым и позапрошлыми годами народу значительно меньше, потому что холодно, утром дождь был, и многие не едут просто. Какие-то экскурсионные, сейчас я как-нибудь поставлю, какие-то экскурсионные автобусы приезжают, да, ну, кто уже заранее купил билеты, а кто на собственных машинах, те, наверное, посчитали не приедут. Немножечко прервалась, потому что были покупатели, в основном берут брелочки маленькие, вот по 200 рублей. Несколько мопсов у меня взяли в шапках. Да и, в принципе, все. Вообще большие игрушки не смотрят, практически вообще не подходят. То есть люди приехали сюда, может быть, просто холодно, им не хочется гулять, они покупают еду, шашлык, булочки, сок, напитки, кофе и так далее. А детей сегодня очень мало, и по итогу ярмарка у нас какая-то провальная. Вот постоянно меня отвлекают, поэтому видео такие прерывистые получаются, да, с паузами. Если честно, я уже забыла, о чем вам я тут говорила, но смысл, конечно, в том, что народу сегодня достаточно мало, выручки сегодня ужаснейшие. Пока что мы, по-моему, оправдали только дорогу и покупали покушать шашлык, потому что голодные с 7 утра мы здесь тусим до 5 вечера уже, и еще будем дальше тусить. Поэтому вот как-то так. В этот раз год этого мероприятия нас не радует. Вот. Раз на раз не приходится. Иногда здесь хорошо, иногда здесь плохо. В общем, когда как. Вот. Ну, солнышко выглянуло, видите, все разветрилось. Слава богу, хорошо. Мы уже собирались даже уезжать, потому что, ну, смысл, как бы льет дождь, мы даже выйти не можем из машины. Но, слава богу, погода нас услышала, поэтому теперь осталось услышать покупателей. Осталось к нам просто прийти и купить весь стол. Тогда мы будем счастливы. Делюсь с вами чудо-хрустяшкой. В общем, все ходят вот с такими пакетами, вот с такими лепешками. И я не могла понять, откуда они берутся, потому что я обошла всю ярмарку, их нигде нет. Потом уже не выдержала, подошла там к мастеру, к одному спросила, говорю, ну скажите мне вообще, где вы их берете. Мне показали, в общем, стоит мужчина. У него какой-то странный аппарат, оттуда выскакивают вот эти лепехи. А состав вообще идеальный. Крупа пшеничная, сыр, соль и пищевая, и вода. Все. Есть там с медом, есть с сыром. Уже такая вкусная штука. Я думаю, что вот с кофе утром там намазать на нее какой-то творожный сырочек, это вообще будет идеально. Это очень-очень вкусно. Я вот сижу и думаю, наверное, я еще домой такие возьму, потому что вот пакет, ну, мы уже съели отсюда 4, наверное, лепешки. Получается 150 рублей. Поэтому я, наверное, домой вот эту радость себе еще прикуплю, потому что вряд ли я у себя где-то там в городе, в магазинах это найду. Это какое-то домашнее производство, ну, реально очень-очень вкусное. Ну что, время у нас уже 9 час. Уже темно, уже потихонечку все начинают собираться. Остались тут вот максимально... Ну, люди ходят, конечно, но они в основном за едой. Поэтому толку никакого. И мы решили, что пора, в общем, собирать. Все собрали уже практически. Чуть-чуть осталось. Игрушки все влажные. Все такие вот прям... Потому что
здесь и дождь был, да, и влажность большая, поэтому дома все это будем, конечно же, сушить. Поэтому мы сейчас раскладываем все это просто в единый пакет, то мы там раскладываем маленькие отдельно, средние, а это все в кучу, и дома все высушивать. Все, собираемся. Да это все уже конец. Они там далеко стоят. Все равно, глянь, далеко стоят машины. Уж мы сколько едем.